Legacy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим отличные динамические наушники от компании Sivga стоимостью $220. И приходят они в картонной коробке с изображением самих наушников и названием этой новой модели Anser. Ну а сзади указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 50 мм. Чувствительность составляет 105 дБ, и они получили сопротивление 38 Ом. И на раскачку эти наушники довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим их комплектацию более подробно. Наушники. Фирменный мешочек Sivga. Довольно неплохой кабель со штекером на 3,5 мм джек и коннекторами на 3,5. Ну и переходник на 6,35 мм джек для этого кабеля. Наушники выполнены с использованием как металла, так и дерева и выглядят, как по мне, очень хорошо и солидно. Да и собраны они прям отлично. Никаких вопросов к качеству изготовления у меня нет. Ничего не скрипит и не шатается, и это определенно радует. Но учитывайте, что эти наушники имеют открытый тип конструкции, а чашечки у них выполнены из натурального темного дерева, что смотрится прям отлично. Ну а тут уже располагаются разъемы на 3,5 для подключения комплектного кабеля, а на лицевой части имеется металлическая вставка и решетка, что смотрится как решение довольно интересно, согласитесь. Ну и оголовье тут изготовлено с использованием металла и кожзама с логотипом компании вот здесь сверху. Ну и использованием вельвета уже внутри, и это мы уже с вами встречали в других моделях Sivga. Ну а тут находится маркировка канала, левый и правый, и оголовье очень хорошо и даже, я бы сказал, прямо с заметным усилием регулируется у них вот таким вот образом для более лучшей подстройки под себя. То есть на деле тут прям все очень хорошо и надежно у них фиксируется, и это радует. Ну и, конечно, стоит похвалить эти супер удобные амбушюры, выполненные из кожзама снаружи и с использованием мягкой и приятной вельвет ткани внутри. Причем ухо лично у меня помещается полностью вовнутрь, и пользоваться этими наушниками реально приятно. И дискомфорта при длительном прослушивании совершенно никакого нет, так как ничего нигде не давит, и на деле мы имеем отличную и очень комфортную посадку. Впрочем, как и у других полноразмерных моделей Sivga, что я слушал. Ну и пару слов о том, с чем я по большей части прослушивал эти наушники. Это проверенный временем Topping G5 и вот такой вот новый ламповый красавец Fosi Audio GR40. И с ним мне прям понравилась вот эта синергия, которая образовалась между ними. И как по мне, это буквально то, что нужно, так как наушники с этим усилителем начинают звучать еще более тепло, супер нейтрально и очень комфортно. А тут еще есть и темброблок, поэтому можно прям хорошенько так добавить низких частот для тех, кто хочет получить реально мощный и безумно панчевый бас, да и высокие частоты можно подкрутить, если вы любите более яркую подачу. Я же по большей части добавлял только низкие частоты для большей основательности и ударности в электронике, а высоких частот, на мой вкус, в этих наушниках и так достаточно. Поэтому вот что-то такое для этих наушников прям обязательно советую прикупить, если вы хотите, так скажем, апнуть их на еще один уровень выше. Ну, конечно, их также без проблем можно слушать с источниками по типу Topping, просто вы получите другой характер звучания, о котором мы сейчас с вами и поговорим. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники Sivga Anser. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 5 дБ с аккуратным переходом к области средних частот, а акцент на области верхней середины четко соответствует Harman Target, да и на слух в этой области все в порядке, и эти наушники точно не воспринимаются какими-то кричащими или излишне энергичными в этом диапазоне, а как вы знаете, я очень чувствителен к этой области, и тут все в порядке. Причем и обратите внимание, что высоких частот тут прям не пожалели и не стали их прибирать и уводить эти наушники в темную или наоборот излишне светлую сторону. Тут есть небольшое усиление на самом краю диапазона для улучшения прозрачности и воздушности в этой области, что очень хорошо сказалось на общем звучании этих наушников. И эти наушники уже не звучат так ярко и излишне энергично, как Sivga
Sivga-Luan. И лично на мой вкус Anser звучат намного интереснее. У них и баса будет больше, и серединка более теплая и весомая, да и высокие частоты более комфортные и спокойные. При этом с отличной протяженностью, но все же давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты у этих наушников действительно ощутимые, увесистые, с хорошей глубиной саббаса и ударностью мидбаса. Но безусловно тут все обошлось без какой-либо басхедности. Бас точный, достаточно быстрый, ударный и весомый, но никакой вот этой гулкости или мазни тут нет. Он звучит хлестко, прозрачно, с хорошим прослушиванием текстуры, и возможно для некоторых современных музыкальных жанров я бы его еще немного усилил, но в остальном все тут и так хорошо. И это буквально правильно приготовленный и основательный фундамент, причем для открытых наушников с уже реально ощутимым весом, телесностью и достаточно выделенной атакой и ударностью у басовых партий. Да и кик в электронике звучит очень подчеркнуто, а синтезаторные басы имеют хорошо выделенную сатурацию, которая не теряется как-то на фоне, а наоборот все очень явно прослушивается. Да и дисторшн у гитар в тяжелых жанрах не менее хорош. Гитарки прям жирненькие, драйвовые, с хорошим насыщением. Ну а если вы басхед, то просто используйте эквалайзер и добавьте усиление на 3 или 5 дБ на свой уже вкус. И просто наслаждайтесь прослушиванием этих наушников, так как эти наушники прям удивительно хорошо реагируют на эквалайзер и на любую дополнительную коррекцию. А если у вас есть ламповый усилитель, например с темброблоком, как у меня, то тогда вам вообще не нужно ни о чем беспокоиться. Ну а если вы вообще не басхед, то вам тем более будет куда проще. Да и серединка тут прям хороша. Любители теплой и комфортной и достаточно нейтральной подачи точно останутся довольны. Нету в этом диапазоне никакой агрессии или излишней вычурности, а есть только хорошая, приятная увесистая основа с хорошей прозрачностью и воздушностью в подаче. Да, вокал немного выделяется вперед по построению из-за вот этого акцента на области верхней середины, но он не звучит как-то зажато или излишне интимно, а наоборот очень даже широко раскинут в объемном пространстве, что дает хорошее ощущение звуковой сцены, которой, поверьте мне, эти наушники хорошо могут похвастаться. При этом мне нравится, что женские и мужские вокальные партии передаются одинаково выразительно, с хорошей экспрессией и насыщением, не теряя ни глубины, ни вот этой открытой ясности в своей подаче, а инструменты воспроизводятся с хорошо переданной тональной точностью и натуральностью. Акустическая гитара, пианино или скрипка имеют явно выделенную текстуру и деликатно прослушиваемые обертона, которые как раз и придают звучанию реализм и натуральность. И даже в сложных многослойных композициях инструменты остаются хорошо различимыми, не сливаются в какую-то непонятную скомканную массу. При этом мне нравится, что средние частоты в этих наушниках излишне не доминируют над другими диапазонами и просто хорошо вписываются в общую звуковую картину, оставляя пространство как для низов, так и для верхов. И вот это правильно выдержанный баланс между хорошей детальностью и нейтральностью в подаче позволяет получать удовольствие как от простой, так и от сложной музыки, которую эти наушники, на мой вкус, очень хорошо отыгрывают, просто чуть более сдержанно, чем Sivga-Luan. И тут уж кому что больше по душе. Ну а высокие частоты в Sivga Anser отличаются в первую очередь комфортным и сбалансированным и неярким звучанием, что делает их идеально подходящими для длительного прослушивания вообще без какого-либо ощущения утомляемости, так как в верхнем диапазоне отсутствует какая-либо чрезмерно добавочная яркость или резкость в звучании, благодаря чему и сохраняется вот эта естественность передачи звука даже в сложных композициях с большим количеством разного рода инструментов. Да и детализация высоких частот, как по мне, тут находится на очень достойном уровне, так как эти наушники хорошо раскрывают даже самые мелкие нюансы, будь то это затухающие обертона струнных инструментов или аккуратно донесенные до вас остаточные шлейфы от тарелок. Причем я отмечу, что вот эта детальность не кажется какой-то искусственной или излишне подчеркнутой, так как она подана ровно так, чтобы сохранить ощущение натуральности без каких-либо странных и кривых тембров, да и аналитическая способность
способность и техничность в этих наушниках хорошо помогает раскладывать и буквально разбирать треки на отдельные части и слои. Да, может не так явно, как в старшей планарной модели Sivga P2 Pro, но тем не менее результат тут тоже хороший. Эти наушники могут и умеют, и где надо, все хорошо вам отрисуют. А если хотите, можете просто насладиться спокойным прослушиванием и погрузиться в музыку. Ну и звуковая сцена в наушниках Sivga Answer привлекает своей пространственностью и структурированностью. Ширина сцены ощущается шире средней, с хорошей отрисовкой и разделением планов, а глубина сцены добавляет заметной многослойности, так как передний план звучит очень четко и близко к нам, а задний наоборот передает нюансы дальних ревербераций и фоновых эффектов, как бы плавно дополняя ее. При этом сцена в этих наушниках остается сбалансированной, нету ощущения какой-то искусственной раздутости или гипертрофированной объемности, что часто встречается в наушниках с акцентом на чрезмерно расширенную пространственную подачу. А вот эти наушники наоборот очень грамотно передают реалистичную картину, которая как раз и создает хороший эффект присутствия без какой-либо утраты деталей или излишней концентрации на ключевых моментах записи. А вывод по наушникам Sivga Answer у меня получился таков. Это отличные динамические наушники открытого типа, которые меня буквально удивили своим новым и, как по мне, более правильным подходом к тюнингу, так как в отличие от Luan они звучат намного теплее, весомее и нейтральнее, так еще и басовитей, что не может не радовать. И это делает эту модель куда более универсальной под большинство музыкальных жанров, от каких-то простых до более тяжелых. Поэтому от себя без всяких сомнений я рекомендую эти наушники к покупке. А ссылка на покупку этих наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!